Привет, ребята! Хочу сегодня рассказать про такую часть игры, как регата. Хоть самый большой и вкусный кусок регаты — это ее награды, но все же давайте по порядку, что дает, как выглядит и какие у нее тонкости. Кстати, нас все видео будут преследовать эти анимации, которые лично меня бесят и просто тратят, по сути, мое время. Но чтобы не тратить ваше, я просто в конце видео расскажу, что мне в данной реализации не нравится с точки зрения визуальной части. Техническую часть описания правил и регламента в регате я предлагаю интересующимся прочесть потом. Там очень много букв. А мы открываем первую вкладку «Соперники». Этот список един для всей нашей гильдии, то есть всегда видят все одно и то же. Все, что отличается, это цвет противников. Он отображается для каждого отдельно и означает, грубо говоря, сложность противника относительно вашей мощи. Если какой-то из соперников вашей гильдии не подходит, мы можем его сбросить. На его месте следующий появится через час. Но начиная с VIP 3 нам дается по 3 пропуска таймера в день. Вообще сбросы, они тоже общие для всей гильдии и начисляются дважды в день. Другая ситуация. Если противник нам подходит, мы выбираем любого из своих питомцев и атакуем. Тогда таймер пройдет в этом месте раз где-то в 10 быстрее. Единственное, что это количество атак. Оно ограничено на тур вашей регаты вашей же лигой. Сразу скажу, что в схватке очень важен ваш питомец. Причем нет смысла качать равномерно и атаку, и здоровье питомца. Чем больше здоровья у вашего питомца, тем дольше живете лично вы. Питомец, он как бы выступает и таким живым щитом для вас. Есть, конечно, люди, которые закидывают все в атаку, минимизируя здоровье питомца. Но, вероятно, это зависит в первую очередь уже от класса, к которому вы играете. Я не буду утверждать наверняка. Да и в любом случае, моя позиция — это питомец с максимально возможным количеством здоровья, что вы можете ему дать уровнем или доспехами. А почему можно прислушаться к моему мнению? Ну, наверное, потому что моя эффективность в последних регатах уже выше 120%. Да и в принципе у меня крутая гильдия, но об этом чуть попозже. По окончанию боя нам дают очки для общего фонда наград и для нашего личного. Это пока также держите в голове, скоро мы к этому вернемся. Вторая вкладка «Команда». Это функционал для настройки вашей защиты, то есть как вас видит противник. Я не советую сюда ставить всех ваших разноцветных питомцев. Дело в том, что когда нападают на вашего манекена, питомец ему выдается случайно. Поэтому есть смысл ставить только одного, самого сильного. И кого, как выбирать для прокачки, я планирую вам рассказать в отдельном видео, которое я посвящу обзору питомцев, учитывая уже новых введенных тигров. Третья вкладка. Награды. Помните награды после боя? Вот мы до них и добрались. Сундук с наградой будет доступен только когда общий фонд очков заполнится до его отметки. Для открытия доступного сундука вам уже надо иметь достаточно личных очков отмычек. Причем вы можете их набить в начале регаты сразу на 10 сундуков вперед. И потом просто ожидать, пока ваш гильдийный фонд до них доберется. Количество доступных сундуков определяется также вашей лигой. Награды внутри сундуков от лиги не зависят. И это, собственно говоря, была уже вкладка лиги. Теперь поговорим о вкладке статистика. По сути, она больше пригодится каким-то контролирующим игрокам. Обычно какая-то сводная таблица, где сразу видно, кто бьет регату, кого он бьет, как он это эффективно делает. Также можно глянуть, кто тратит сбросы и на что тратит сбросы. Ну, при желании можно еще полистать статистику прошлых регат, чтобы выявить, кто тянет гильдию вниз и которую уже неделю подряд. В общем, вкладка интересна для какого-то узкого круга руководства, а обычным людям, я думаю, больше интересны сундуки. Хотя, с другой стороны, этой таблицей классно хвастаться и говорить: смотрите, какая крутая у меня гильдия, которая бьет не ниже 100%,
а то и вообще все 160, поэтому переходите к нам в дети 90-х. Дальше, вкладка топ. Вообще узконаправленная, на 10 гильдий, которые прям такие супер-пупер нацеленные на регаты, у которых там, не знаю, наверное, минималка начинается от процентов 150, не скажу. Поэтому переходим к заключительной вкладке «Магазин». Эстетические вкусы, кому что нравится, я, конечно, рассматривать не буду, но тут продают скины. А скины, они кроме визуала ценны тем, что в них можно вставлять разные книги. То есть делать разные сеты. Например, все в атаку или все в скорость атаки, в здоровье, в защиту. В общем, в принципе, вещь очень полезная. А жетоны для их покупок вы берете по сути из наградных сундуков. И потихоньку обзаводитесь скинами помимо ивентов разных и турниров. В общем, суть проста. Берем питомца, добавляем ему жизненных сил, чтобы он нас прикрывал, потом заливаем силы в себя и вперед на черно-золотых противников. Выбивать отмычки для крутейших сундуков с разнообразными наградами. А теперь о том, что мне в регате жутко не нравится. Первое, как я говорил, это анимации. Кораблик поплыл, ключики полетели. Короче. Второе. Экран позиции гильдии на регате. Я не вижу смысла открывать его первым. Как и сундуки, это можно было бы как-то обыграть по принципу, не знаю, визуала наград в турнирах, вывести их там справа как-нибудь, чтобы когда мы нажимаем на регату, на этого мужичка, нам можно было просто бить и все. Это все, что нам нужно делать. Заходить в регату и бить. Бить, еще раз бить. Нам не нужно смотреть на кораблики. Последнее. Это отвратительное отображение лого сбросов вкупе с тем, что сбросы может делать любой игрок. Когда видишь свежесброшенную регату, тебе нужно отсмотреть просто 30 игроков, чтобы понять, кому дать втык и дать понять, что противники общие. И нельзя просто так брать и сбрасывать молча, не предупреждая никого. Если смотрит кто из идеологов игры, ребята, это просто невозможно. Нужно либо ограничение прав, кто может забрасывать, либо лук в одном месте, а не в 30 местах. Ну и последнее. Эта таблица ничего не дает понять из первого взгляда. Она абсолютно не юзабельна. А на этом у меня все. Надеюсь, я смог раскрыть вам модуль регаты и дать понять, что смотреть, на что обращать внимание и что делать. Пока!